Приветствую вас, мои дорогие зрители. Итак, продолжим знакомиться с маленькими провинциальными городками Латвии. И на этот раз этим городком, о котором я сегодня вам поведаю историю, будет Казданга, где находится, не побоюсь этого слова, настоящая латвийская жемчужина имперского зодчества. И это усадебный комплекс со своим грандиозным дворцом. История названия городка, на мой взгляд, не совсем понятна, и версий, как оказалось, очень много. По одним преданиям, название связано с мурованным в стену дворца козленком, по другим в стену муровали девушку. А поскольку доподлинно кого вмуровали никто не знает, то в парке рядом со дворцом поставили деревянную скульптуру девушки с козами. Но официальная версия все-таки такая. Мол, старый барон очень любил объезжать владения, любоваться полями, лугами и рыбными прудами. Как-то раз барон с баронессой приметили на одном из лугов красивую девушку, пасшую белых козочек. Баронесса поинтересовалась у красавицы, как ее зовут. И девушка ответила, что ее имя Данга. И впоследствии, каждый раз, завидев девушку, баронесса говорила: «Смотри, Казу Данга идет». Так имя девушки Данги с козочками и стало названием здешних мест. Но вопрос, знала ли баронесса немко-латышский язык, оставим за скобками. Да и немецкое название имения было несколько другое – Кацданген. И если верить Google-переводчику, то это означает «кошачий коготь». Ну да ладно, легенда есть легенда, и потому пусть так и будет. Во всяком случае, эта версия более красивая, чем жуткие замурованные козлята с девушкой. Ну а мы продолжим наше знакомство с усадьбой и ее окрестностями. Вокруг находится множество заброшенных построек советского периода. И на удивление, даже кое-что до сих пор продолжает выполнять свои функции. Скажу вам, что нам даже удалось пообедать в местной столовой, где сохранился тот самый советский интерьер, посуда и даже еда была той самой, с незабываемой вкусовой изюминкой того периода. Ну а мы, вкусно пообедав, вернемся ко временам баронов Монтефи, благодаря усилиям которых раскинулся самый большой в Латвии усадебный парк. И ведь именно здесь впервые в Российской империи открылись школы рыболовства, для чего в 1880 году и были созданы первые на территории нынешней Латвии пруды для искусственного выращивания рыбы. А началось все в 1533 году, когда пилтонский епископ, которому принадлежало имение, пожаловал эти земли богатому роду фон Монтефель. Вот с тех самых пор и вплоть до аграрной реформы 20-х годов Казданга оставалась их родовым гнездом. А началась наша прогулка от одной из самых примечательных хозяйской постройки усадебного комплекса, от старой кузницы с башней, которая придает зданию сходство с небольшим замком. Здесь же была конюшня, склады, жилые комнаты для кузнецов и их подмастерьев, а также усадебной прислуги дворца. По всему видно, что бароны фон Монтефеля стремились придать всему ансамблю романтический вид, потому кузница и была стилизована под старину. Ну а мы постепенно переместимся к основному дворцовому ансамблю Казданги. Замок в Казганде является одним из крупнейших монументальных замков Латвии и был построен в самом начале XIX века архитектором Иоганном Георгом Адамом Берлицем по оригинальному проекту Джакомо Кваренге. В Санкт-Петербурге, например, Кваренге построил здание Академии наук, Эрмитажный театр, а также дворец Юсуповых. А у Берлица это тоже не единственное архитектурное творение. Следы его творчества в современной Латвии можно увидеть в таких городках, как Мэжетне, Эле и Дурбе. И вот так, пройдя по живописной аллее и через грандиозный каменный мост, названный в народе мостом вздохов, мы выходим к самому дворцу. Одна из легенд дворца гласит, что когда дворец был построен, барон посадил вокруг дворца альпийскую линарию. Но линария капризничала и никак не хотела цвести. И только в июле 1905 года впервые зацвела, чем очень обрадовала Карла Вильгельма. Он всем говорил: пока линария будет цвести, бароны Монтефеля будут владельцами этого замка. Но, к сожалению, с пророчеством как-то не получилось. Итак, дворец был построен при Карле Готхарде Эрнесте фон Монтефеле в начале XIX века. С 1895 года полноправным владельцем замка становится Карл Вильгельм. Он же и последний владелец имения. Вот на последнем бароне и хотелось бы заострить наше внимание.
Итак, Карл Вильгельм Монтефель. Барон, государственный и общественный деятель, дворянин, литератор, меценат, поэт, участник русско-японской войны. Сохранились даже фотографии, где видно то, с каким почетом его в октябре 1904 года встречали с русско-японской войны. А родился наш последний барон 8 июля 1872 года в поместье Гайкин. До известных событий Карл Вильгельм слыл как довольно-таки либерально настроенный дворянин. Так вот, наш барон, увлеченный либеральными идеями, пытался проводить в своем имении различные демократические преобразования и меры социального обеспечения. Он поддерживал дружеские отношения с землевладельцами-латышами и слугами в имении, построил очень удобные для того времени помещения для прислуги и охотно поддерживал местных художников, которые летом жили в поместье, наслаждаясь гостеприимством барона. Но события 1905 года, когда замок Казданга был сожжен, полностью перечеркнули его прежние либеральные взгляды. Сожжение замка стало для барона не столько материальным, сколько моральным ударом. Он резко изменил свое отношение к латышам и Латвии в целом. Став активным идеологом германизации Прибалтики, он расселил 4000 немецких крестьян из Волыни в своих 12 имениях. Но с началом Первой мировой войны в рамках всеобщих репрессий против балтийских немцев он был выслан вглубь России. Но оттуда ему удалось бежать, и в итоге всеми правдами и правдами оказался в Германии, где до окончания войны служил в железной дивизии. И вот так, в результате череды трагических событий, наш барон из пророссийского либерала окончательно превратился в ультраправого германского патриота. После войны жил в своих германских имениях, писал стихи и публиковал свои размышления о политике. Во Вторую мировую войну он добровольно вступил в немецкую армию, где служил в кавалерии инструктором по ритму. И, как итог, в 1945-м был захвачен в плен и содержался в американском фильтрационном лагере до 1946 года. До конца своих дней Карл фон Монтефель в компромиссы больше не верил. Умер наш барон в 1948 году, 4 марта. Человек, который когда-то открывал школы для крестьян, закончил свою жизнь, будучи убежденным сторонником расовых теорий. Империя, которую он защищал, предала его, народ, которому он делал добро, сжег его дом. И в итоге гуманизм барона закончился. История барона фон Монтефель – это сага о более чем 14 поколениях, владевшими этими землями на протяжении почти 4 столетий. Путь которых в Курляндии начался в XVI веке и трагически завершился в XX, оставив после себя великолепный дворцово-парковый ансамбль. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.